Слава Украине! Привет всем от Полонского. Пока Трамп продолжает лизать задницу Путина шершавым языком, настоящие партнеры и союзники Украины продолжают помогать Украине. Начнем с Италии. Да, давно не было новостей по поводу итальянской военной помощи. А, Скажем так, сейчас они появились. Частью они как бы более-менее точные, частично неточные, но я что имею в виду? Когда мы говорим о новостях о военной помощи, то, ну, скажем так, есть та часть, которую можно разглашать и давать какие-то цифры. И, собственно говоря, их дает уже пресса, поэтому тут уже скрывать абсолютно нечего. Вот. Ну, а есть те вещи, о которых не говорят, да. Значит, Италия. Италия передает, об этом пишут итальянские газеты, причем многие, передает Украине 400 бронетранспортеров М113. Кстати, машина старая, но машина прекрасно себя зарекомендовала в наших условиях. То есть и у нас их много, и прекрасно используется, ремонтабельно, скажем так, в случае чего. Имеет неплохую броню, как для БТРа, и вообще хорошая штука. Вот, то есть это огромная помощь, и это позволит вооружить несколько бригад. Это замечательно, огромное спасибо. Кроме этого, Италия передает нам ПВО, как говорят. Те самые мамбы. Да, только что именно передают они, тут они уже не указывают. То ли ракеты вместе с комплексами запуска. Не знаю, не знаем, но это крайне важно, потому что вот эта мамба, это наряду с Патриотом третьим, уж а первый и второй так не работают, с третьим Патриотом, это то, что может сбивать современные баллистические ракеты. Вот. И такая помощь от Италии неоценима. Тем паче, что, ну, насколько я знаю, у нас были проблемы с как раз боезапасом для этих мамб. И если это так, действительно, то прекрасно. Но сколько, как, чего, куда, тут уже никто вам не расскажет. Да и не надо, собственно говоря. Главное, чтобы у нас ПВО было нормальное, да. А что, как и чего и почему, неважно. Хорошо, это есть дело. Ну, плюс там по мелочи еще разные вещи, гранатометы и так далее. Я это не трогаю, потому что тут такое. Да, и второй момент интересен, это по Швеции, друзья мои, да, это очень интересный момент, особенно в свете того, что идиот Мединский вчера заявил, что они когда-то воевали с Швецией 21 год и победили. Ну, шведы услышали это и очень сильно изумились этому вопросу. Вот, что именно, во-первых, Московия не побеждала Швецию, начнем так, да. Во-вторых, Московия воевала за интересы Великобритании тогда и за деньги Великобритании. Это тоже интересный момент. А в-третьих, значит, вот за участок земли, который они, как говорят, они отбили, они победили, да ни хрена они не отбили, ни хрена они не победили, они уплатили денег. И денег тогда они уплатили где-то 40% того бюджета, который тогда был на Московии, чтобы вы понимали, сколько они отдали денег. Поэтому ложь от начала и до конца. И шведы изумились вот этой лжи, исходящей из грязных рашистских ртов московицких. И ответили очень нормально на эту ложь Мединского. Значит, Швеция объявила о помощи Украине, о очередном пакете военной помощи Украине в размере 1 миллиард 600 миллионов долларов. Вот это я понимаю ответ. Вот вы понимаете, вот это ответ, который Путин понимает. То есть оглобля, путинская башка тупорылая, лусь туда. Нормально, искры с глаз сыпятся, все это самое. Пуйло понимает, что с ним разговаривают. Когда с ним начинаешь сюси-муси-пуси разговаривать, это оно не понимает. Не. Оно это воспринимает за слабость, оно сразу же начинает наезжать и начинает быковать. И, кстати, об этом именно и говорил бывший министр иностранных дел Литвы. Он очень точно и очень тонко, Лансбергис, да, очень точно заметил. Смотрите, говорит, сколько идет там уже война? 4 года. Ну, 3,5 года идет. А теперь смотрите такую вот вещь. Ведь обострение, которых так боится тот же самый Трамп, и, и Байден боялся, и так далее, и многие боялись, они ведь происходили не тогда, когда мы давали Украине очень большую помощь, совсем не тогда.
Они происходили тогда, когда мы этой помощи не давали. И вот тут я могу только поаплодировать господину Ландсбергису, потому что это правда. Вот когда нам задерживали помощь, помните, да, вот со снарядами, вот то, что нам устроили трамписты, республиканцы, трамписты в 24 году в начале, в конце 23-го. Помните, что было? Да. Именно тогда было обострение, наибольшее обострение войны, да, наибольшее обострение боевых действий, когда Украина осталась фактически без помощи. Вот почему. Потому что в тот момент европейская промышленность еще не работала. В тот момент еще не были налажены покупки там в Пакистане и других, то есть, ну, не было в таких объемах, как сейчас это все дело. Вот. И американская помощь на тот момент была фактически безальтернативной, чего сейчас нет. Ну, они нам уже не помогают, сколько уже? Полгода. И ничего вообще, да. Вот, потому что есть альтернативные варианты, правильно? Вот. А тогда не было. И тогда вот это, когда нам тогда эти трамписты воткнули нож в спину, нечем было заменить, действительно, нечем. Вот. И, собственно говоря, полгода тогда не поступала помощь, и было очень тяжело. Вот сейчас есть чем это заменить, поэтому Трамп, ну, он может кукузючить все, что угодно, рассказывать, там, какие-то глупости нести, чушь собачью, как он обычно, ахинею. Вот, но у Америки уже нет на сегодняшний день такой эксклюзивности в плане поставки оружия в Украину, поэтому, ну, не хотите, ну, в конце концов, ну, что мы сделаем? Насильно мил не будешь, идите нафиг, вот и все. Вот. Но, еще раз говорю, Путин понимает все вот эти варианты, когда не дают помощь, когда боятся, когда трусят, когда жмутся вот это вот где-то там, да, он понимает это однозначно как слабость. Если вы хотите с Путиным иметь дело, его армию надо тупо мочить. Мочить так, чтобы от них цурки летели, чтобы там камня на камне не оставалось. Вот тогда Путин начинает понимать, вот тут надо разговаривать, вот тут надо вести переговоры, потому что все остальные методы не действуют.